Тема сегодняшней лекции – кватернионные уравнения квантовой механики. План лекции будет следующий. Вначале мы рассмотрим кватернионную форму уравнения Шрёдингера, затем обсудим кватернионную форму уравнения Паули. Это уравнение электрона во внешнем электромагнитном поле. Затем рассмотрим задачу об электроне в однородном магнитном поле. Итак, уравнение Шрёдингера. Уравнение Шрёдингера может быть получено из следующих соображений. Классическая энергия электрона может быть представлена в виде кинетической энергии и потенциальной энергии. То же самое соотношение справедливо и для операторов этих величин, то есть для оператора энергии, оператора импульса. Если мы этим операторным уравнением подействуем на волновую функцию ψ от rt, то мы получим вот такое операторное уравнение Шрёдингера. Если мы в этом уравнении заменим наши операторы их выражением через временную производную, через пространственные производные, тогда мы получим уравнение Шрёдингера в дифференциальной форме, вот в таком виде. Давайте перепишем его еще раз. Вот оно здесь переписано. Для того, чтобы написать кватернионное уравнение Шрёдингера, мы должны в этом уравнении выбрать пси-функцию в виде кватерниона, и также оператор градиента нужно представить в виде разложения по элементам кватернионного базиса А1, А2, А3. И тогда мы получим вот такое уравнение в кватернионной форме. Здесь стоит кватернион пси-функции, а здесь стоит кватернионное выражение для оператора Набла. Что нового дает это выражение? Вот в таком виде оно практически ничего нового не дает, поскольку при примножении этих двух операторов мы получаем скалярный оператор Лапласа, то мы фактически имеем систему 4 скалярных уравнений. Вот и все. Однако ситуация меняется, если мы рассмотрим электрон во внешнем электромагнитном поле. Давайте еще раз перепишем наше уравнение кватернионное. Значит, согласно принципу минимального взаимодействия, для описания электрона во внешнем электромагнитном поле нужно сделать следующие замены. Оператор производной по времени нужно заменить вот такой величиной, где Е – это заряд электрона, а φ – это скалярный потенциал электромагнитного поля. А оператор градиента мы должны заменить вот такой величиной, где А – это векторный потенциал. Тогда наше уравнение преобразуется вот в такое уравнение. Здесь вот есть потенциал электромагнитного поля, скалярный, а здесь векторный. Здесь, подчеркну, подразумевается клиффордовское умножение векторов. Векторов А и векторов пси-функций. Да, давайте мы, значит, разберем теперь задачу об электроне в электромагнитном поле. Значит, если мы аккуратно вот эти вот две скобки распишем, с учетом того, что они действуют на пси-функцию, то мы получим вот такое выражение для уравнения, описывающего электрон в электромагнитном поле. Здесь, значит, есть дивергенция А и ротор А, который получается от действия вот этого оператора вот на эту скобку. Таким образом, мы здесь в этом уравнении получаем напряженность магнитного поля. Теперь давайте мы рассмотрим электрическое поле, не будем рассматривать, внешний потенциал тоже не будем рассматривать, а рассмотрим только магнитное поле однородное. В этом случае это уравнение немного упрощается, вот оно здесь переписано, только для векторного потенциала и напряженности магнитного поля. Для решения уравнения этого мы поступим следующим образом. Будем искать стационарные решения этого уравнения, то есть временную зависимость пси-функции мы будем описывать вот такой экспонентой, где частота экспонента – это есть энергия, деленная на постоянную Планка. При подстановке этого выражения в наше уравнение мы получаем следующее. И сокращение экспонента мы получаем следующее уравнение для амплитуды этой пси-функции. Значит, вместо временной производной у нас появился уравнение вот такой вот член. Далее мы будем рассматривать однородное магнитное поле. Пусть оно направлено вдоль оси Z. То есть поле H можно представить как амплитуду поля этого B и на единичный вектор А3. Этой напряженности магнитного поля соответствует вот такой векторный потенциал. Тогда, поставив наши эти вот выражения в исходное уравнение, мы получаем следующее уравнение. Вот оно здесь выписано. Здесь оно в основном, здесь скалярный оператор, кроме вот такого
члена, который является векторным оператором. Теперь, для того, чтобы избавиться в нашем уравнении от координат y и z, мы заметим, что операторная часть, левая часть этого уравнения, она коммутируется операторами py и pz. Тогда нашу волновую функцию можно представить в виде вот такой плоской волны, где, значит, стоят py и pz. При подстановке этой общей функции в наше исходное уравнение мы получаем вот такое упростившееся уравнение, где остается только производная вторая по x, здесь координаты x, x квадрат, и вот эта векторная часть. Теперь, чтобы избавиться от векторной зависимости вот в этой части операторной, мы поступим следующим образом. Будем искать наше решение в виде собственных функций оператора А3, которые мы разбирали на прошлой лекции. То есть будем искать решение в виде собственных функций оператора А3. Им соответствует два собственных значения лямбда плюс-минус единица, как было выяснено в прошлой лекции. И тогда амплитуду волновой функции можно представить вот в таком виде. Значит, где есть два слагаемые. Вот такая скобка А0 плюс А лямбда А3 и вот такая скобка А1 плюс И лямбда А2. Таким образом, если мы используем собственные функции оператора А3, то мы получаем чисто скалярное уравнение, где вместо векторного последнего члена стоит вот такой член. Собственное значение оператора А3. Вот. Теперь это выражение можно немножко переписать в более удобном виде. Вот здесь это приведено. То есть это обычные преобразования, которые можно сделать легко. И тогда мы видим, что это уравнение осциллятора. Здесь вторая производная, здесь функция. Это уравнение осциллятора хорошо известно в квантовой механике. Оно, значит, и подробно его решение можно посмотреть, значит, во втором томе Ландау-Лившиц «Квантовая механика». И спектр этой задачи известен. Вот здесь мы его выписали, что энергия зависит от, значит, номера уровня энергии, n, и от собственного значения лямбда, оператора А3. Таким образом, наш спектр является эквидистантным по n и еще расщепляется на две составляющие, соответствующие собственным значениям оператора А3, лямбда, плюс-минус единица. Теперь давайте мы рассмотрим некоторые особенности волновой функции решения этого уравнения. В зависимости от x она сложная, мы не будем здесь ее рассматривать. От y и z это обычные, значит, экспоненты. Значит, в зависимости от времени мы выделим, она, значит, определяется частотами омега n лямбда, которые определяются спектром энергии. Вот. А амплитуда, значит, этой волны будет определяться собственными функциями оператора А3. Таким образом, у нас в решении будут два таких слагаемых. Одно слагаемое будет вот такое, мы его выделим. То есть вот эта скобка А0 плюс лямбда А3 на экспоненту. И вторая вот такая, А1 плюс И лямбда А2 тоже на экспоненту. Первое слагаемое представляет себе следующий осциллятор. У нас есть скалярная часть, А0 это единица, плюс векторная часть, которая направлена вдоль оси Z по единичный вектор А3. Значит, вот эта скалярная часть осциллирует с частотой омега, а векторная часть осциллирует с той же частотой, но либо в фазе, когда лямбда равняется единице, либо в противофазе по отношению к скалярной части, когда лямбда равняется минус единице. Второе слагаемое, оно немножко другое. Вот эти два вектора А1 и А2 определяют вектор в плоскости некоторый, который вращается в этой плоскости с частотой омега n лямбда, так что угловая скорость вращения этого вектора направлена либо по полю, когда лямбда равно единице, либо против поля, когда лямбда равняется минус единице. Вот такая пространственная структура, значит, кватернионной волновой функции получается. Вот таким образом, в заключении, уравнение Шрёдингера для электрона в электромагнитном поле может быть сформулировано в кватернионной форме. Энергетический спектр электрона в однородном магнитном поле, получаемый из кватернионного уравнения, совпадает со спектром, получаемым из матричного уравнения Пауля. Более подробно рассуждения по поводу, значит, электрона во внешнем однородном магнитном поле можно найти вот в этой статье, которая была опубликована в 2009 году.
Ссылка будет проведена в закрепленном комментарии. Благодарю вас за внимание.